Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами начнем обсуждать интересные кейсы и истории людей, которые разбогатели на криптовалютном рынке. Это первая часть из серии из 2 видео. С вами канал Просто Крипто, давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. Криптовалюты и везение превратили обычных людей в миллионеров. Эксперты прогнозируют светлое будущее для цифровых денег и не исключают, что через десятилетия криптовалюты заменят привычные нам доллары, евро и так далее. Уже сегодня во многих странах за биткоин можно купить недвижимость, автомобили и даже продукты в супермаркетах. Однако в 2009 году, когда только появился биткоин, цифровые деньги казались чем-то из области фантастики. Считалось, что в них могут инвестировать только фанатики или авантюристы. Ну а сейчас я вам начну рассказывать за истории людей, которые не побоялись взять на себя этот риск и сделали шаг, купив криптовалюту. Среди них мальчик, который купил биткоины в 12 лет, работник супермаркета, разбогатевший на росте Шиба Ину, и другие уникальные истории успеха. Первое – это Эрик Финман, школьник, который купил биткоины на деньги, подаренные бабушкой. Первый раз американец Эрик Финман узнал о цифровых деньгах во времена акции протеста в Вашингтоне, на которую он пришел с братом. Увидев парня в биткоин-рубашке, он спросил: что такое биткоин? Это то, что покончит с Уолл-стрит, ответил ему брат. И в 2011 году в возрасте 12 лет Эрик купил монеты на $1000, потратив все деньги, которые ему подарила бабушка. Тогда курс составлял всего $10 за биткоин. В следующие 3 года Эрик просто учился и немного торговал монетами. В 15 лет Финман покинул школу и поссорился с родителями. Парень сказал, что если заработает $1 миллион до 18 лет, то не будет поступать в колледж и учиться дальше. Буквально сразу Эрик продал часть биткоинов, получив $100 000. Вырученные деньги он вложил в свой первый бизнес, который начал в своей комнате. Финману настолько не нравилась его школа, что он решил создать свою образовательную компанию Botangle. В ней учителя проводили занятия дистанционно через видеочаты. Ну и через 2 года Эрик продал свой бизнес за 300 биткоинов. Когда курс биткоина превысил $2,7 тысячи, 17-летний Финман официально стал миллионером. Он выиграл спор с родителями и вместо поступления в колледж начал путешествовать по миру. В 2022 году Эрик имеет 8-значный капитал, активно вкладывает деньги в инновационные и энергетические проекты, а также мечтает отправить на Луну собственную капсулу времени. Второй человек – это Кристофер Кох, инженер-электрик, который стал миллионером за одну ночь. В 2009 году, когда только появился биткоин, норвежец Кристофер был студентом и писал магистерскую работу по технологиям шифрования. Изучая новейшие программы, он впервые узнал о криптовалюте. Парень хотел понять, как работают криптовложения, и как только биткоин стал доступен для покупки, он приобрел более 5000 монет, потратив на это всего $27. Кристофер признается, он даже не думал, что из его инвестиций что-то выйдет. Кох рассказал о покупке биткоинов своей девушке, которая в ответ устроила ему скандал. Она посоветовала ему заняться чем-то полезным для себя и общества, вместо того, чтобы тратить бюджет на игрушечные деньги. Но в 2013 году, когда мировые СМИ начали каждый день говорить о биткоине, Кристофер вспомнил о своих вложениях. «Я увидел знакомое слово и подумал, а не было ли у меня такого?» – рассказывает Кох. Этот парень осознал, что он стал богатым. По его словам, он потратил весь день, чтобы вспомнить правильный пароль от своего криптокошелька, который за одну ночь сделал его миллионером биткоинов. Тогда стоимость 5000 биткоинов составляла $885 тысяч. Кристофер снял 1/5 своих инвестиций и купил уютную квартирку в Осло, а оставшуюся часть активов оставил работать. Кстати, после этого приключения его девушка перестала упрекать парня за то, что он не умеет обращаться с деньгами. Третья история про Роберта, заведующего складом супермаркета, который обогатился на Шиба Ину. История англичанина Роба впечатляет и вновь подтверждает, что обогатиться на криптовалюте может абсолютно любой человек, независимо от возраста, статуса или деятельности. 35-летний
Роб работал заведующим складом одного из супермаркетов Великобритании и очень хотел обеспечить достойное будущее своему сыну. Для этого Роб поставил перед собой цель увеличить собственные накопления. Человек начал много читать о криптовалютах, и как-то его привлекла новая монета Shiba Inu. Роб решил рискнуть и в феврале 2021 года инвестировал в монету $8000. Ну а через 3 месяца стоимость Shiba Inu выросла в 1200 раз. Роб сразу же перевел в наличные первые $500 000. По словам мужчины, он много плакал, когда получил деньги, и первый день каждый час проверял банковский счет, чтобы убедиться, что это не сон. Роб признался, что в супермаркете он зарабатывал 68 тысяч в год. Ну а через несколько недель после получения криптодохода он уволился и заявил, что теперь его основная работа – это быть отцом. Но на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам было познавательно и интересно. Если вам все понравилось, то не забывайте ставить лайки, а также колокольчики и подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующий выпуск, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить же наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто – это просто.